Всем доброго дня! Скоро начнется ролик, но перед тем, как будет основная запись, я бы хотела сделать небольшую вставку. Во-первых, хотела предупредить, что у меня там получился такой упаднический голос. Все дело в том, что я просто была неимоверно уставшая. У меня вот эти 7 дней выходных, которые выдались у нас здесь на нашей необъятной, они дались не очень легко, скажем так. Плюсом я пыталась и заниматься роликами, и еще плюс как бы заниматься своими какими-то домашними делами, и все это в кучу на меня навалилось, и как-то вот я такая сидела, ни живая, ни мертвая, там пыталась что-то записать, и, видимо, это дало свой эффект, просто усталость банальная. А еще также перед тем, как начнется основная запись, я бы хотела сделать небольшой анонс. У меня состоялось интервью с Михаэлем Блюмом, за что я благодарна многим подписчикам. То есть все дело в том, что благодаря вам, я думаю, люди, которые понимают, о чем идет речь, они поймут. Вот, благодаря вам это интервью состоялось, и вообще Михаэль вышел на меня. То есть, когда девушка, которая свела меня с ним, Марина, она переводит канал у нее свой Галя Люси на русском, вот телеграм-канал. Когда ее спросили, то есть с кем можно сделать интересное интервью, и она спросила своих подписчиков, то есть очень многие люди начали говорить про меня и как бы выбрали мою кандидатуру, скажем так, на то, чтобы интервью состоялось именно со мной. И большое огромное вам спасибо. Благодаря вам я познакомилась с таким человеком, как Михаэль. И я надеюсь, это будет не последняя наша встреча. Также в процессе, пока мы записывали интервью, нам просто вставляли палки всевозможно в колеса. Началось все с того, что в тот самый день, на который мы договорились, у меня навалились какие-то обстоятельства, такие, которые просто вынуждали меня отказаться от этого, то есть, что я не смогу чисто физически, но я все равно этот момент пресекла на корню, я выкрутилась, то есть нашла время. Но на этом все не закончилось, в том плане, что мы отсняли просто 2 часа видео и посвятили это все разговорам, и получилось так, что каким-то чудесным образом программа, на которую шла запись, она просто видео записала, а аудио просто вот ни в каком виде вообще не записалось. И это был аут, то есть я такая думаю, ну это прям вот очень яркое, показательное выступление того, как они не хотят, да, вот как сама система сопротивляется тому, чтобы вообще какая-то правда, какие-то вот моменты такие выходили в люди, и люди узнавали о чем-то, то есть насколько система сопротивляется правде. И получается, мы не сдались, то есть мы перенесли опять интервью, мы опять потратили 2 часа времени. Я не знаю, насколько вторая запись вышла более или менее удачно, но я надеюсь, вы там не будете сильно кидаться тапками, потому что это уже был дубль 2. Вот, мы все отсняли заново. Получается, и то в процессе, пока мы опять же записывали заново все интервью, у меня то звонки были, то просто видеоконференция, бах, и пропадал опять аудио, то есть, обрывался звук, звукозапись, приходилось все включать заново, и это было, это даже уже было не смешно. То есть, но, тем не менее, материал отсняли, и в скором времени, я надеюсь, Михаэль сделает уже видео, выложит его на своем ресурсе, то есть ресурс без цензуры, и я дам вам ссылку, то есть я засниму либо ролик, либо что-то, чтобы дать вам ссылку на этот материал, и также опубликую у себя в Телеграме в том числе. Вот, это такой небольшой анонс, а теперь приступаем уже к основной записи. Всем доброго дня! Я знаю, что вы ждете вторую часть по теме эволюции души, но сегодня у меня, во-первых, времени немного мало, во-вторых, я решила снять ролик на тему событий. Очень многие спрашивают: Надежда, что происходит, когда все закончится,
Если новости свежие какие-то с тонкого плана, ловили ли вы что-то, что будет, как жить нам и далее по списку. Поэтому я решила заснять этот ролик по событиям, по тому, какие новые новости у меня появились, которые я ловила с тонкого. И дальше мы уже с вами продолжим тему эволюции души. Я думаю, что многие этот ролик ждали так же, как и информацию, да, по каким-то темам духовного роста. Так вот, ребята, насчет того, что у нас будет по событиям. Ну, во-первых, я вам говорила, что ноябрь я видела как нечто темное, то есть я видела его как темный месяц, я не могла точно увидеть, что по событиям будет, не могла его просмотреть, но я его просмотрела. Буквально через несколько дней после того, как сняла тот ролик предыдущий по событиям, я посмотрела ноябрь. И то, что я увидела, было не очень утешительно, поэтому я не стала снимать ролик и рассказывать по теме ноября ничего. Но сейчас я вижу, что эти прогнозы сбываются, и от этого мне еще менее приятно. Но думаю, лучше быть готовым, чем сидеть и ждать с моря погоды, поэтому рассказываю вам. А в ноябре то, что я видела, это то, что волки будут показывать свои истинные лица и скалить пасти. То есть уже не будет вот такого подхода, что это все для вашего блага, мы вас всех любим, и тырым-бырым. То есть они уже уйдут от этой специфики, и, в принципе, они себя покажут в полной красе, в которой они вообще могут быть. То есть это будет полная тирания. Они уже не будут скрываться, они уже даже не будут пытаться чего-либо там отвергать. То есть они по полной покажут, кто они, что они и вообще как они себя представляют, да, кто они такие. То есть волки полностью снимут овечью шкуру, оскалят свои морды. И, к сожалению, все будет только усугубляться. Только к концу ноября, то есть сейчас только начало ноября, вот, и оно будет еще хлеще, и еще гайки будут сильнее и сильнее закручиваться. Это касается будет всех стран. Очень сильно. И России, и всех остальных. Это неутешительные прогнозы, те, которые я не хотела озвучивать, но я думаю, что вы должны знать, к чему готовиться, да. Вот, я не люблю плохие новости, не люблю такое, но это будет. И начало декабря тоже будет темное. Потому что тут у них уже будет то, что, ну, это не то, что агония зверя, это уже просто открытые нападения. То есть я видела образ такой, что как нога, вот огромная нога человека, который очень сильно разозлен, и он прям давит, как тараканов давит, на корню задавить, всех задавить. И вот скрутить, гайки закрутить, да как эти тараканы посмели и прочее. То есть это вот они будут пытаться изо всех сил задавить вот это сопротивление, задавить все на корню. Это, ну, на самом деле, я не хочу, опять же, говорю, никого пугать, но образы шли вот такие достаточно очень нехорошие в том плане, что тирания, плевать на законы вообще, которые они для себя же писали, да, для того, чтобы создать эту систему, плевать на все вообще, просто полная отсебятина, что хочу, то ворочу, как говорится, там, какая конституция, да, вообще бумажка, идите подотритесь ей, в принципе, это сейчас все вылазит. То есть они будут показывать сами, что они тут выше власти, выше тех законов, которые они писали. И, в общем, этими законами можно подтереться. В принципе, это будет, потому что им терять уже нечего. Момент того, что им уже нечего терять. Они будут продавливать свое в полном объеме, так, как они это могут продавить.
Вот, поэтому надо продержаться. Далее по декабрю. То есть в ноябре все будет только... Это действительно темный месяц. И к концу ноября, почему-то мне вообще этот конец ноября очень сильно не нравится, потому что это как будто какого-то пика достигнет, какого-то вот чего-то такого. Поэтому будьте готовы, надо продержаться. Начало декабря тоже будет достаточно печальное. В том плане, что конец ноября перенесется частично на начало декабря, но ближе к концу декабря, я не знаю почему, но мне опять идут какие-то 20 числа, ну, ближе вот к этому времени, опять же, я говорю, я не могу назвать точных дат каких-то или что-то такое, потому что мне все приходит, информация вся образами, так как вы знаете. Вот. Будет переломный момент, то есть будет какой-то перелом, вот, что одно целое, оно такой раз и разломалось. То есть будет какой-то переломный момент, какой-то перелом. И этот перелом, то есть он должен поменять как-то вот вообще ход событий очень сильно. Я не могу сказать, что это будут за события. Опять же, во-первых, я вижу образами, во-вторых, конкретно события мне не показывает, потому что мне идет такое, что тебе этого знать не нужно, потом увидишь. Потому что если заранее узнать, что это за события, то есть может произойти принцип вмешательства определенный в эти запланированные события, поэтому события эти, они закрыты, то есть их не стоит показывать заранее. Вот, что там будет. Но, опять же, показывается рассвет, показывается период того, что люди борются. Сегодня я видела такой момент, что люди как будто борются с огромной, как китайским драконом. А также я видела, что основные вот эти вот 10 человек, против которых борется все человечество, они сейчас на данный момент находятся именно в Китае, в Поднебесной. То есть там последнее пристанище дракона находится. И сейчас, то есть активно идет борьба именно против этого всего. Ну а если вы следите за вообще мировыми новостями, тем, что происходит в мире, то вы, в принципе, и так можете понять, что там основное логово и находится того, что сейчас происходит в этой стране. Это просто ужасно. Далее я также хотела бы рассказать такой интересный момент. Видела одну душу высокого порядка. Эта душа связана с белыми шляпами, так называемыми. Я не люблю их так называть, белые шляпы, но это те самые люди, которые воплотились сюда для того, чтобы на физике совершить многие дела, многие события. Вот. И именно вот это болото осушить, да, на тех уровнях, на которых это недоступно другим. И это достаточно очень весомые игроки в плане душ, я имею в виду, то есть это души с больших плотностей, это очень серьезные игроки. Они умеют делать действительно, как многие пишут про вот это движение, про все, что там 5D шахматы, я бы даже сказала, это не 5D шахматы, это, наверное, 10D шахматы, с тем учетом, насколько там идут многоходовки у них и насколько они умеют играть. И мне пришла информация, то есть касательно именно вот этой шахматной партии, назовем ее так, то есть вот этого плана, то есть плана именно по осушению болота. И эта душа, опять же, я говорю, это информация, которую я получила от другой души, поэтому насколько там достоверность, недостоверность, но это, опять же, душа. Я чувствовала ее эмоции, я чувствовала то, насколько у нее внутреннее удовлетворение или неудовлетворение идет. То есть на уровне энергетики врать практически невозможно. То есть распознать вот это внутреннее состояние, даже если оно скрывается, тщательно как-то маскируется, то есть это не так уж и сложно, если ты умеешь энергетику хорошо считывать. Поэтому темные на кривой козе, им очень сложно подъехать, если человек умеет считывать энергетику четко.
Ну так вот, эта душа, то есть она повидала то, что осталось совсем немного. То есть план уже почти завершился, вот эта вот шахматная партия уже почти завершилась. И ее отношение и видение этой партии, что это блестящая партия. Это просто прекраснейшая, блестящая, отыгранная как по нотам партия. И то, что эта душа мне сказала, что мы не могли по-другому действовать. То есть там смысл всей стратегии, всего плана был в том, чтобы вести их по определенной, я имею в виду именно тех, кто вот, представителей вот этого болота, элиты так называемой. То есть их нужно было вести так, чтобы они думали, что это их решение. Их нужно было вести так, чтобы они думали, что это они принимают какой-то план действия. Да? Но врага нужно было вести за нос. И при этом, чтобы враг думал, что это его решение, это его шаги, его какие-то мысли. Потому что, ну, то есть создавать определенные ситуации, чтобы мышь бежала именно в ту сторону лабиринта, в которую ее направляешь ты, вот скажем так. Потому что иначе, они говорят, что потерь было бы еще больше, потому что если бы вот эти люди, против которых вся эта партия вообще была сыграна, если бы они понимали в какой-то момент, что они проигрывают, то есть им нужно было сделать так, чтобы эти люди считали, что они находятся в выигрыше. Для того, чтобы у них было ощущение, что у них все идет по плану. И да, вроде как не все идет по плану, но чтобы у них был период спокойствия такой, чтобы они только в самом конце, то есть перед тем, как уже все, мышь попала в мышеловку, они поняли, что что-то пошло не так. Это имеется в виду не то, что поэтому всех людей тут дают там на растерзание им и все такое, нет. А сейчас как раз-таки они начали понимать, что все идет не так, что все происходит не так, как есть, и они уже начали, то есть сопротивляться, они уже начали активно бороться, но как мне было передано этой душой, что это путь наименьших потерь. То есть то, что они проходят, вот эта вот стратегия, которую они проводят, это путь наименьших потерь. Что если бы был как-то эта партия отыграна по-другому, потерь бы было еще больше, потому что ресурса у тех, кто это все делает, у них очень много ресурса. И нужно было им зашорить глаза. Так или иначе, то есть отношение этой души было такое, что это блестящая партия. Это партия, которая сыграна как по нотам, идеально отыграна. И она уже подходит к концу. По ее раскладу осталось 2 хода. Я не знаю, что это значит, но я понимаю, это 2 каких-то глобальных либо события, либо что-то такое, что уже приведет, то есть шах и мат будет выставлен, шах и мат. То есть осталось 2 хода им сделать. Вот, как я понимаю, по моим каким-то ощущениям, 1 ход это будет как раз в декабре, а 2 ход где-то весной. И когда я спросила, сколько осталось по времени, то есть вот, играть вот эту партию, сколько еще будет отыгрываться эта партия, информация пришла, что полгода. То есть по подсчетам этой души, то есть полгода эта партия будет разыгрываться. Еще на вопрос, почему так долго, просто был типа, вы что, блин, это уже все завершилось. Как эта душа сказала, я свою партию отыгрывала 10 лет. Типа, что такое полгода по сравнению с тем, что 10 лет. И это только эта душа отыгрывала 10 лет, эту партию. Сама партия длится уже порядком. То есть это
где-то минимум 30 лет эта партия отыгрывается, если не больше. Поэтому что такое полгода по сравнению с тем, сколько отыгрывается партия? В общем, как-то так, ребята. Вот такая информация интересная пришла. Я не знаю, насколько, что она отыграется. Мне самой очень интересно. В том плане, что, допустим, если вы помните, когда я говорила еще летом, что в августе я видела, как одноименный президент в красном галстуке танцует на горе из побежденных противников, я и подумать не могла, что в этом месяце другой президент, который взошел на трон, да, Соединенных Штатов Америки, просто возьмет и сам себя политически сделает политическим трупом, фактически, и всю партию туда же. Вот. То есть выход из одной из стран, ужаснейший просто выход, подарок на 90 миллионов, если я не ошибаюсь, долларов, оружием, да, боеприпасами, там, и все это оставить на лиц, у которых достаточно радикальные взгляды на все, то есть это фактически спонсировать это все, эти радикальные взгляды. То есть я понимаю, кто это все сделал, что это было моментами создания по-быстренькому состряпать вот очередную мировую угрозу, очередную, во-первых, страшилку-пугалку, во-вторых, то, что там творится, это, конечно, ужасно. И, опять же, это определенный момент жертвоприношения, потому что там сейчас, опять же, кормятся, да, в этой стране темные. Но, тем не менее, опять же, если мы берем вот Соединенные Штаты, то этот поступок был, ну, фактически, если до этого там люди как-то еще не понимали, еще многие спали, там пребывали в каком-то таком счастливом неведении, то после вывода войск это просто там были, ну, народ был в шоке, мягко сказать, в шоке от того, что произошло. И да, эта партия фактически, можно сказать, стала политическим трупом. Опять же, это вот этот образ, который я увидела, он отыгрался. Так что посмотрим, ребята, как что будет. В любом случае, декабрь, то есть мне также идет, что в декабре будет какой-то переломный момент. Тоже, что какие-то события, но что за события не показывает, опять же. И идет четко, что, ну, показать можно, но лезть туда не стоит. По одной простой причине, что если эти события, они выйдут наружу, вот, это задумка, эти события, то это может нанести вред вот этой шахматной партии, про которую мы говорили, то есть плану. Поэтому это все должно остаться за завесой, скажем так. И, ну, мне идет, потом увидишь. Вот, таким образом. Поэтому, где мне показывает, что эта информация, ее не стоит раскрывать, то я туда и не лезу. Хотя, в принципе, могу, да, посмотреть. Ну, вот такие вот дела. И когда, получается, все это закончится, ну, также вот полгода, я примерно посчитала, это март-апрель, вот так вот. Март-апрель. И, как я понимаю, ну, это, опять же, моя такая небольшая расшифровка того, что чего будет. Именно в декабре что-то будет касательно жижи. Какие-то моменты касательно жижи. Вот переломный момент вот это будет. Ну, в принципе, по декабрю я вам говорила, что картинки мне очень нехорошие шли касательно того, что будет происходить с людьми, которые эту всю жижу принимали. Я вам говорила об этом. Вот, возможно, на фоне этого будет какой-то переломный момент. Шли слова геноцид, Холокост. То есть это было хуже, это гораздо хуже. То есть какое-то такое ощущение.
Это, возможно, будет вот этот вот момент, который переломный именно, будет проходить через боль. Но также картинка шла, что очень-очень много людей, миллионы рук просто закатывают вот этот вот пласт из тьмы, где находятся вот эти 10 человек, против которых это все делается. Почему 10, я не знаю, хотя я смотрела до этого, их было 13 изначально, потом стало 12. Один ушел, вот, сейчас потом смотрела, что их оставалось 8, сейчас почему-то пришло 10. Не знаю, почему 10, возможно, двоих инициировали или что-то подобное сделали. Вот, с момента последнего моего просмотра, поэтому как-то вот так. Вообще изначально их было 13. Такие дела, ребята. Я вас прошу только, не бойтесь, все будет хорошо. То есть я видела, что люди, очень-очень большое количество людей, то есть они с этим драконом, который был на темной стороне вот этого полотна, и вот этих вот людей, которые там стояли, да, 10 человек. То есть они это полотно скатывали и просто скидывали. Получается, как с земли скидывали, убирали этого дракона. То есть они кто чем, они с ним боролись. То есть кто-то камнями кидал, кто-то палками, кто-то просто кулаками бил. То есть кто чем, что под руку попадется, как говорится. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Тем более, что осталось 2 хода. И не так уж долго продержаться. Да, и про свое вот это вот восприятие. То есть то, про что я говорила, что в декабре, скорее всего, что-то будет с жижей. Момент какой-то. Опять же, не могу сказать, что там будет, и будет ли это связано с жижей, но это мне так кажется. Далее, в апреле, вот апрель-март, да, там, как вот я говорила, полгода, ближе к лету, получается, конец весны. Там уже будут моменты с ограничениями сниматься. То есть ограничения останутся, с жижей что-то встанет, ограничения останутся, момент с ограничениями, но потом только ближе к лету, наверное, это все будет как-то сниматься, будет что-то вот такое вот делаться. Поэтому не могу вам более конкретно сказать. Если придут какие-то еще моменты, дальше уже ближе к делу, то я вам о них скажу. Что, зачем и почему мне придет еще. Но про декабрь я буду просматривать. Я постоянно такие моменты просматриваю, перепроверяю, что, как, зачем и почему, не поменялось ли ничего, держится ли оно вот именно в моменте той временной линии, которую я смотрю, никак ничего ли там не изменилось, поэтому пока что все остается так же, но опять же скажу, легко не будет. Меня это тоже не особо радует, вот, тем более, что я тут смотрю, как просто у нас в стране тоже уже скачут на костях глобалисты. Тем более я знаю, что нашу страну сдали в 2018 году. Подарили, считай, сдали глобалистам. Поэтому очень тяжело уже это все видеть, что они тут буквально танцуют на костях. Если до этого они чего-то осторожничали, сейчас они уже не осторожничают здесь. И это тоже к вопросу о том, что кто думал или кто думает, я сейчас знаю, что много идет слухов о том, что якобы Россия с белыми шляпами, очень много там люди, которые тоже вот распространяли моменты с шляпами, да, белыми и прочее, они, по крайней мере, в том году очень много было такой информации, что якобы вот Россия находится под белыми шляпами сейчас, и все замечательно, все хорошо. Вот мое вам видение. Россию сдали
Раньше действительно она находилась под патронажем с белыми шляпами, но ее сдали в 2018 году глобалистам. Это тоже был один из моментов многоходовки. Вот. Не знаю, насколько я хочу вообще вам рассказать про то, что там на самом деле происходило с моментом именно этой страны и участия ее в том, что мы называем планом, и вот этой шахматной партии, потому что я знаю, что у очень многих людей достаточно предвзятые отношения, которые из разных источников, в том числе пропагандистских источников, формируются мнения. Поэтому я не знаю, насколько я хочу вообще об этом говорить и рассказывать. Потому что мне вот того вот волны вот этой, ой, да вы ничего не знаете, вы ничего не видите, а я вот смотрел какой-то там канал, я смотрел какого-то там дядю Навального или еще кого-то, и вот это вот я тоже не хочу ничего выслушивать. Поэтому посмотрим. Возможно, как-нибудь поговорим на эту тему в телеграм-канале. В любом случае, вы меня, наверное, уже поняли и знаете, в том плане, что я ни под кого подстраиваться не собираюсь, ни под чьи прогнозы я подстраиваться тоже не собираюсь. У каждого свое видение, скажем так. Вот я то, что вижу, то вам говорю. Кто по-другому видит, это его видение, это его там точка зрения, его какие-то моменты. Поэтому я под общественное мнение никогда не подстраивалась, ни под какие видения, учения, там течения, ничего вообще. То, что вот я вижу, мне идет, я говорю. Поэтому, кто видит по-другому, это его личные дела. Как-то вот так, ребятки. Если с кем-то моя информация совпадает, то это очень хорошо. Если не совпадает, значит не совпадает. Там какую информацию вам воспринимать, кому верить, кому не верить, это выбор каждого человека. Вот. Об этом я говорю из ролика в ролик. Каждый воспринимает то, что он считает нужным для себя. Это выбор души в первую очередь. Как-то вот так, вот такой ролик получился. Сегодня небольшой, краткий. Думаю, у вас какое-то представление о том, что будет дальше и как будет дальше, у вас есть. И, кстати, да, тоже видела момент такой, что не думайте, что даже маленький вклад, он ничего не значит. То, что я видела, вот эти вот сотни, миллион рук людей, каждый вносит вклад в том виде, в котором он может его внести. То есть тот вклад, который выносит именно он посильно. То есть кто-то идет, пишет заявление какое-то, кто-то идет там, пытается бороться, кто-то там иски пишет, кто-то еще что-то, а кто-то просто на уровне даже банального там «я запрещаю» в своих мыслях, и то вкладывает копеечку в общую копилку. То есть это как общая, одна большая копилка, в которую каждый потихоньку по монетке, да, скажем так, по маленькой, но складывает. И эта банка, она полностью заполняется. Поэтому каждый вклад, я уже об этом миллион раз говорила, каждый вклад неимоверно, чрезвычайно важен. Но каждый занимается своим. То есть кто-то пишет иски, кто-то вот как я на ютубе, да, рассказывает, посвящает людей, говорит, что делать. И каждый занимается своим каким-то моментом, своей работой какой-то в этот период времени. То есть, это наша общая борьба, наше общее дело. То, что мы вместе, держась за руки, делаем так или иначе. И не смотрите на то, что там многие люди там сейчас
вот этот на подключках, тот на подключках, этот там от того-то непонятного вещает, этот от всего-то. Очень многие люди, они делают искренне. Главное, что они делают искренне. И главное, что они держатся за руки. И да, многих уводят, многих там пытаются чего-то, кого-то. Но если этот человек делает искренне от души, и он действительно вклад делает общий, даже несмотря на то, что его там пытаются увести эти темные какие-то подключки, еще что-то, он тем не менее идет даже сквозь вот такие моменты. Он идет к своей цели, тем не менее. Он поддерживает, он вносит свой несоизмеримый вклад. Но каждая душа в ответе за себя. Вы это тоже должны помнить. Поэтому все будет хорошо. Период нелегкий, но на тонком плане происходят очень большие массовые зачистки всего. Сейчас я не хочу особо рассказывать и озвучивать то, что там происходит на тонком плане, потому что, ну что вам вот это вот все рассказывать, да, как басни, фантазии, какие-то там фантастику, там вот это вот все. Ну да, сейчас определенные силы, структуры, даже повыше галактической прокуратуры здесь разбираются уже, то есть более высшие инстанции, ну, не то что заинтересовались тем, что здесь происходит, а просто в афиге от того, что здесь происходит. Вот, они уже начали заниматься этим делом, то есть взяли все под свой патронаж, и они уже активно тут все зачищают, а у них там полномочия, ну, просто закачаться какие. Но они, опять же, все делают в рамках закона Вселенной. А закон Вселенной, он защищает не только там светлых, но и темных тоже. Но тут то, что происходит, то есть, ну, темные ни разу не в выигрыше. Напротив, все играет против них, потому что они здесь нарушили очень много законов, так или иначе. Также, ребята, то есть многое происходит с очистками тех же самых вот этих вот структур, искусственного интеллекта и прочего. То есть на тонко проделывается большая работа, в том числе по устранению магических вот этих воздействий, на которых здесь все держится. То есть если мы берем вот эту элиту, вот этих вот 10 человек, которые тут решили, что они, значит, пупы земли, то вся их власть, все вообще, все, что они вот это вот управляют, все, что они делают, все держится на магии. На магии. Это не деньги, это не власть какая-то, что вот люди это... Почему люди их слушают, почему люди за ними идут? Все держится на магии. И если бы вы чувствовали те моменты, которые происходят, допустим, момент был, я не знаю, почувствовали вы или нет, 26 или 24 октября, не буду врать, не помню. Ну, посмотрите там, когда было полнолуние. Это было вот именно кровавое полнолуние, красная луна, вот это кровавая. И очень-очень нехорошие дела творились в этот период. И я видела, какие ритуалы там проводились. То есть я видела очень страшные вещи. Вот, не хочу их озвучивать, потому что это вообще это ужасно. И это была магия, большое, огромное магическое воздействие на все человечество. Они приносили в жертву, там в прямом смысле, как у меня шла фраза, всех детей человеческих, всех сынов человеческих. И этот ритуал надо отменять, потому что они не имеют права этого делать. Кто они такие для того, чтобы чего-то, кого-то тут решать за души? Свободные души, другие души. Кто они такие, какое они имеют право? Себя пускай в жертву приносят. Поэтому, если кто-то что-то захочет, то есть этот ритуал тоже надо отменить. И, может быть, вы заметили, или кто-то заметил, что после вот этого полнолуния последнего, прям просто колоссальнейшее количество людей, которые заболели, колоссальнейшее количество детей, которые заболели, колоссальнейшее количество непонятно чего, обострения болячек, там,
каких-то моментов у всех повально просто началось. У всех и повально. Не зря они ввели вот эти вот, тоже в том числе в России, допустим, вот эти дни, неделю отдыха, вот как раз после вот этих чисел. То есть это все предугадно, преднамеренно было сделано. И потом вот в эту же неделю, то есть стояли туманы во всех городах крупных, и не только в России, но и в других странах. Поэтому тут очень все повязано, все делается вообще, отыгрывается как по нотам. И плюсом после этой кровавой луны еще был Хэллоуин, кто помнит, не помнит. Так называемый День всех святых, когда все нечисть вылазит из со всех углов и детей обрежают в чертей, там, и творится просто беснование на всех уровнях. Вот, у нас первый раз вообще в городе ТРЦ украсили, извините, всей вот этой вот, у меня даже язык не поворачивается назвать это чем-то нормальным, но у нас такой вакханалии не было. Это опять же вот глобалисты, рука глобалистов там чувствуется налицо. Вот такие моменты. Поэтому вот этот праздник в кавычках тоже очень-очень негативную нес энергию, хотя на тонком плане благодаря душам высокого порядка было полностью закрыто завеса на порталы, то есть порталы невозможно было открыть ни изнутри, ни снаружи. То есть можно сказать, что наша планета, наша параллель находилась просто 2 дня карантина было. 2 дня невозможно было открыть портал, даже невозможно было открыть какие-то моменты такие, даже как топка, вот очень тяжело открывалась. То есть можно было опять же на тонком плане, то есть посмотреть внутри, можно сказать, купола можно было, то есть внутри параллели можно было что-то посмотреть, а снаружи уже нет. То есть как на выход, так и на вход все было закрыто. Именно вот эти дни на период Хэллоуина. Поэтому вот эти дни пресекли по негативным энергиям, конечно, за что большая благодарность вот тем душам, которые в этом участвовали. Но, тем не менее, это не отменяет. То есть, возможно, это еще как-то сгладило момент того, что они пытались сделать. Но вот этот момент с кровавой луной, именно полнолунием, он, конечно, дал очень-очень негативные моменты и влияния. Поэтому, если у вас что-то после того полнолуния произошло и все это не хочет заканчиваться, то отменяйте последствия этого ритуала, которые на вас наложились, и убирайте их. Ну, у меня, наверное, все по таким вот глобальным моментам. Не знаю, насколько этот ролик для вас был продуктивным. По информационной части того, что сейчас происходит, немножко новостей и информации как с тонкого плана, так и того, что как и где происходит и происходило за эти дни. Ну а у меня на сегодня все. Следующий ролик будет у нас про эволюцию души. Дальше продолжение будем разговаривать. Также там про 4-ю плотность. Не все договорила уже потом, когда переслушивала в моменте монтажа, поняла, что вот это вот забыла сказать, вот это, поэтому там еще про 4-ю плотность будет пояснение. И далее уже большие плотности, то есть 5-ку будем рассматривать и остальные. Вот. Они более интересные на самом деле в моменте познаний, чем маленькие плотности. Но это, по крайней мере, мое личное восприятие такое, потому что там уже идет больше к моей теме, то есть тема восприятия энергии, тема настоящей физики, метафизики и прочего. Вот. Ну, а с вами не прощаюсь. Все, ребята. Всем давайте, пока-пока.